Главная достопримечательность города Пушкин – музей-заповедник «Царское село». Свою прогулку мы начали с египетских ворот. Они были поставлены в 1827-1830 годах как пропускной пункт на въезде в царскую резиденцию. Перед ними находился шлагбаум, за ними гауптвахта. Башни являлись сторожевыми помещениями. В конце 1908 года Николай II лично отмерил шагами место для будущего храма. 20 августа 1909 года состоялся торжественный молебен в честь закладки фундамента. Первый камень был положен лично императором. Идейным вдохновителем создания ратной палаты был император Николай II. На юбилейной царско-сельской выставке 1911 года Елена Андреевна Третьякова подарила императору собрание документов по истории русских войн. Это и послужило началом для постройки музея исторических документов и военных трофеев русского войска. Здание ратной палаты строилось с 1913 по 1917 годы на частные пожертвования. Летом 2014 года на первом этаже открылся единственный в России музей, посвященный истории Первой мировой войны «Россия в Великой войне». Комплекс зданий, больше похожий на небольшой рыцарский замок, чем на скотный двор, был возведен в 1817-1822 году архитектором Адамом Менеласом по заказу Александра I. Александр I решил поставить животноводство на принципиально иной уровень, создать своеобразный полигон для селекционной работы. Кроме коровника на 84 стойла, в комплекс входил молочный флигель, где располагались ледник, маслобойня с сепаратором, молочный погреб и сыроварня, смотрительный дом, в котором жил смотритель фермы, сарай для экипажей, хранение сена и другие хозяйственные постройки. В 2016 году после реставрации открылся павильон «Арсенал», главный павильон Александровского парка. Больше 70 лет он находился в полуразрушенном состоянии. Здесь размещена экспозиция «Царскосельский арсенал. Императорская коллекция оружия», созданная совместно с Государственным Эрмитажем. Изначально на этом месте располагался Монбижу, построенный в 1747-1754 годах по проектам Саввы Чевакинского и Франческо Растрелли. Монбижу использовался как охотничий павильон и размещался в так называемом зверинце, где содержали животных в естественных условиях. Вдали видна императорская ферма. Зимой в парке очень спокойно, туристов немного, несмотря на то, что вход в парк бесплатный. Около мемориала 76-му и 77-му истребительным батальонам мы встретили спящую белку. Неподалеку расположен комплекс сооружений, навеянных образом средневекового рыцарского замка. В него входят ворота-руина, это две башни с воротами между ними, и Белая башня, высотой около 40 метров, увенчанная кирпичным бруствером.
Комплекс построен в 1821-1827 годах по проекту архитектора Менеласа для детей императора Николая I, которые занимались здесь военными и гимнастическими упражнениями. Фасады башни украшают чугунные скульптуры, отлитые на Александровском заводе. В 1825 году Александром I был утвержден проект готической часовни «Капеллы», окруженной романтическими развалинами. Архитектор Адам Адамович Менелас. Постройка представляла собой две квадратных башни, одна из которых руинирована до первого яруса, а вторая заканчивается высокой шатровой кровлей со шпилем и сказочными башенками по углам. Окружившие башню деревья, остатки пилонов и глыбы камней, декорированные мхом, должны были усилить ощущение таинственности и древности. Заканчивали постройку павильона уже при Николае I в 1828 году. Стрельчатые окна капеллы ложные. Единственное окно, через которое поступает свет, раньше украшали витражи с сюжетами на библейскую тему. Часы на центральной башне – символ утекающего времени. Петушок на шпиле – символ отречения апостола Петра. Стало темнеть и начинался снегопад, поэтому мы поспешили к дворцу, мельком посмотрев китайскую деревню. Проект создан архитектором Чарльзом Камероном. Строительство начато в 1782 году, через 10 лет после разработки проекта. Это скрипучая беседка на противоположной стороне. Из-за высокой стоимости проекта и постоянных проблем с сыростью воплотить замысел архитектора так и не удалось. Было построено всего 10 домов. Павильон в центре, который задумывался как обсерватория, так и не был достроен. Пагода и входные ворота остались только на чертежах. Подходим ко дворцу, который был резиденцией сразу 3 российских императриц, назван в честь Екатерины I. Роскошный стиль барокко приобрел при Елизавете Петровне, а больше всего времени в нем провела Екатерина II. В 1717 году под руководством архитектора Браунштейна началось строительство первого каменного царского дома, вошедшего в историю под названием каменных палат Екатерины I. Роскошной резиденцией Царскосельский дворец стал при Елизавете, дочери Петра I и Екатерины, а преобразовал скромные каменные палаты в архитектурный шедевр гениальной Растрелли. Один фасад дворца чего стоит: колонны и пилястры, фигуры атлантов, мужские, женские и львиные маски и другие лепные украшения. Зимой все скульптуры закрыты в такие короба.
После того, как мы посмотрели территорию вокруг дворца, началась сильная метель. Снимать что-то в такую погоду не представлялось возможным. Мы еще немного погуляли по территории, но в конце концов поехали назад, в Санкт-Петербург.